Алексей Николаевич Бекетов, сын известного химика Николая Бекетова. Спроектировал и воплотил в жизнь более 40 зданий в Харькове. В честь него названа станция метро и 2 университета города. Предлагаю сегодня зрителям канала Алекс Моторный ознакомиться с жизнью и проектами известного зодчего. Проходя по улицам и площадям нашего города и любуясь архитектурными ансамблями конца XIX – первой половины XX веков, мы с восхищением и благодарностью вспоминаем о выдающемся архитекторе. Его каменные летописи сформировали неповторимый облик Харькова. Гениальный зодчий, талантливый строитель, замечательный педагог и художник, потомок древнего дворянского рода, родился 19 февраля 3 марта по настоящему стилю 1862 года в Харькове. В семье выдающегося русского ученого, физика-химика Николая Николаевича Бекетова и его жены Елены Карловны Бекетовой, урожденной Мильков. Детские годы Алексея Бекетова прошли в Харькове, где он окончил первое реальное училище, одновременно обучаясь в частной художественной школе Марии Ивановны Раевской. Семья будущего архитектора имела много родственных связей с известными и выдающимися учеными и художниками. Атмосфера интеллигентной семьи способствовала развитию его способностей и любви к искусству. Учился Алексей очень хорошо. Он без видимого труда поступил на архитектурный факультет Академии художеств в Санкт-Петербурге. Блестяще его окончил в 1888 году с золотой медалью. По окончании академии молодому архитектору предлагают работать в Москве и Петербурге. Блестящее будущее. Но Бекетов не изменил ни себе, ни городу. Несмотря на возможность остаться после учебы в тогдашней столице Российской империи, молодого Алексея тянуло обратно в Харьков. Я стоял возле сказочных дворцов и вспоминал узкие переулки родного города. Тесные и грязные. Застроенные глиняными домиками улицы, и меня безудержной силой потянуло в Харьков. Захотелось отдать ему все свои способности, писал архитектор. Бекетову всего 26 лет. Он полон энергии и замыслов. Сделать свой родной город красивым и уютным. Создать такие здания, которые будут свободно парить в пространстве города, органично существуя в интерьере улиц. После возвращения в родной город с 1 сентября 1889 года Алексей Николаевич Бекетов приглашен на должность преподавателя архитектурного проектирования и черчения в Харьковский технологический институт, где читал лекции и руководил курсовым и дипломным проектированием до 1935 года. Работал он и в других харьковских вузах. Учениками Бекетова в разное время были такие известные в дальнейшем архитекторы, как Душкин, Лихтенберг, Татий, Гинзбург, Кричевский, Олейник, Шпара, Касьянов и другие. Подводя в автобиографии итог своей творческой и преподавательской деятельности, он писал: «Вообще же со студентами у меня всегда были сердечные отношения, и они чувствовали, что я люблю молодежь». С возвращением в Харьков произошло еще одно важное событие в жизни молодого человека. 17 сентября 1889 года Алексей Николаевич женится на Анне Алексеевне Алчевской, молодой художнице, дочери крупного промышленника и известного мецената Алексея Алчевского и просветительницы Христины Алчевской. Алексей Бекетов был достаточно дисциплинированным человеком. Это накладывало свой отпечаток. Он поддерживал себя в спортивной форме. С утра обязательно делал утреннюю зарядку, в жизни он и большим теннисом занимался. Всегда был подтянут, строен. Путь к признанию сложился у Алексея Бекетова удачно. Но за видимыми успехами видится напряженный труд, стремление к познанию и совершенствованию, требовательность к себе, любовь к родному городу. Одной из первых заметных творческих удач молодого архитектора
была победа в закрытом конкурсе, организованном купеческим обществом, на проект нового здания Александровского коммерческого училища. Проект при общей симметричной композиции отличался рациональной и удобной планировкой, классически выдержанными пропорциями, строгостью изящно прорисованных деталей. Это училище, возведенное за 3 года в северном конце улицы Пушкинской, ныне улицы Григория Сковороды, стало первой постройкой Алексея Николаевича Бекетова в Харькове. Следует подчеркнуть, что учебные и просветительские заведения – одно из важнейших направлений в творчестве архитектора. Это было связано не только с тем, что в Харькове в начале XX века строилось большое количество учебных зданий, но и с традициями семьи Бекетовых, для которых работа в области распространения образования была одним из первоочередных общественных дел. Одним из важнейших сооружений, служивших делу народного просвещения для Харькова начала XX века, была общественная библиотека. Ее открытие состоялось еще в 1886 году по инициативе Общества распространения грамотности в народе. Более 12 лет учреждение существовало в наемном помещении, и объем его фондов вскоре увеличился настолько, что возникла необходимость в постройке специализированного здания. С просьбой о составлении проекта правление библиотеки обратилось к Алексею Бекетову. За выполненную работу автору был преподнесен благодарственный адрес. Правление Харьковской общественной библиотеки считает своим приятным долгом выразить вам искреннюю и глубокую благодарность за безвозмездное исполнение проекта библиотечного здания. В сознании той пользы, которую общественная библиотека приносит и будет приносить городу Харькову, вы решились посвятить свой труд и время на это дело и исполнили его блестяще, со свойственным вам талантом. Так и начинается это послание. В 1911 году в журнале «Библиотекарь» было отмечено, что среди лучших зданий этой харьковской постройки принадлежит едва ли не первое место. Недалеко от библиотеки, находившейся в начале Пушкинской улицы, по проекту Бекетова было построено здание Харьковского медицинского общества, одно из самых ярких сооружений в стиле неоклассицизма в городе. В противоположном северном районе архитектор также спроектировал несколько учебных и благотворительных заведений. Это уже упоминавшееся коммерческое училище, приют для дворянских сирот, приют для престарелых дворян на Пушкинской, коммерческий институт на Епархиальной улице и высшие женские курсы на Мироносецкой. Работы Бекетова в этой части города сформировали два района. Между ними на углу Пушкинской и Каплуновской улиц располагалась церковь Рождества Богородицы, Каплуновская, построенная архитектором в 1896-1912 годах. Храмовая архитектура не была значительным направлением в творчестве Бекетова, но сам он был глубоко верующим человеком. По воспоминаниям его внука Федора Рофа-Бекетова, архитектор даже настоял на том, чтобы его религиозные убеждения отметили при переписи 1930-х годов. Каплуновская церковь была разобрана в 30-е годы. Сейчас на ее месте построен многоэтажный жилой дом. Но каждый раз, проходя мимо того места, где стояла разрушенная церковь, архитектор осенял себя крестным знамением. Кроме Пушкинской улицы, имя Алексея Бекетова связано с еще двумя крупнейшими ансамблями центра Харькова – Николаевской площадью, ныне площадь Конституции, и Скобелевской площадью, ныне площадь Героев Небесной Сотни, где он построил здания судебных установлений,
самое большое административное сооружение в дореволюционном Харькове. В целом, Бекетов сыграл одну из ключевых ролей в формировании архитектуры центра города, демонстрируя разнообразие художественных и градостроительных приемов, которые подчеркивали особенности городского ландшафта и определили его неповторимый облик. По проектам Бекетова в Харькове были построены здания банков. Первым был филиал Азовско-Донского банка. Земельный и торговый строились один за другим по заказу Алексея Алчевского. К проектированию этих зданий Бекетов подошел со свойственной ему серьезностью и тщательностью. Для изучения опыта строительства банков в Европе он отправился за границу, где внимательно осмотрел аналогичные сооружения в Германии, Австро-Венгрии, Франции и Италии. Художественное решение земельного банка, основанное на творческой интерпретации венецианской архитектуры эпохи Возрождения. Внешнее оформление торгового банка явилось оригинальной версией позднего историзма в сочетании с некоторыми чертами стиля модерн. Наиболее ярко, как архитектор эпохи историзма, Бекетов проявил себя в проектировании особняков. По проектам Бекетова построено свыше десятка жилых домов для интеллигенции и общественных деятелей Харькова. Большинство из них располагались в Мироносецком переулке, ныне улица Жон-Мироносец, и на Садово-Куликовской улице, ныне улица Дарвина, интенсивная застройка которых началась с открытием в Харькове технологического института. Среди них были особняки Алчевских, Бекетовых, Маркова, Песничевского, Котова на Садово-Куликовской, Сомова, инженера Фенина на Максимилиановской улице, Йозефовича и Рубинштейна на Сумской. В проектировании индивидуальных домов Бекетов применял различные приемы внутренней планировки и художественного оформления. Дома-дворцы, построенные на классических принципах, рационально спланированные городские особняки, компактные дома эпохи модерна. Большим разнообразием отличалась внешняя отделка зданий. Вспоминая об этом, архитектор писал: «Не давая жесткого задания на проекты своих особняков, заказчики просили им в этом помочь, а проект сделать так, чтобы он был красив. Пользуясь этим, я заставлял своих заказчиков строить особняки в самых разнообразных стилях, начиная от мавританского классики барокко, итальянского ренессанса и заканчивая рококо и венским сецессионом». Особый интерес среди всех проектов представляют собственные дома архитектора, поскольку здесь он мог наиболее свободно реализовать свое понимание комфортного современного жилища. Первый особняк был построен в 1897 году на улице Жон-Мироносец и отличался оригинальным оформлением в неогреческом стиле. Интерьеры дома Бекетовых были отделаны с большим разнообразием. Кабинет и центральную лестницу архитектор оформил дубовыми панелями в духе английской готики. Столовая была решена в стиле русской трапезной. Зал декорирован с использованием форм рококо. Судя по сохранившимся эскизам различных элементов внешней и внутренней отделки, оборудования и меблировки, они также были выполнены по чертежам Бекетова. Подобное богатство и разнообразие стилей часто встречалось в отделке интерьеров купеческих особняков того времени. Однако, в отличие от домов богатых купцов,
призванных поразить воображение посетителей и продемонстрировать богатство их владельцев, пространство особняка Бекетова было камерным и удобным для обычного семейного быта. Этот дом в Мироносецком переулке принадлежал семье недолго. В 1901 году, после финансового краха своей компании, Алексей Алчевский покончил жизнь самоубийством. Спасая честь семьи, Бекетовы и Алчевские продали свое имущество и переселились в наемные квартиры. Новый дом для себя архитектор построил на Садово-Куликовской улице, ныне улица Дарвина, в 1912 году. Планировка его во многом повторяла предыдущую. Пространство строилось по коридорно-анфиладной схеме, но отделка как внешняя, так и внутренняя отличались строгостью. Особняки, построенные Бекетовым, сформировали характерный для конца XIX века харьковский ансамбль, основанный на принципах живописности и контрастности. Революцию 1917 года и последовавшие за ней трагические события Бекетов встретил уже признанным мастером со сложившимися взглядами и творческими приемами. В первые же годы советской власти архитектор со свойственной ему энергией включился в работу по проектированию новых типов зданий, которые требовались в изменившихся социальных условиях: рабочие клубы, фабрики, кухни, общежития и так далее. Как и многим мастерам старой школы, Бекетову после революции пришлось считаться с рождением нового архитектурного языка. В частности, в это время по его проектам были построены два новых корпуса для Харьковского технологического института: электротехнический 1929 год и аудиторный 1932 год. Среди жилых домов, возведенных Бекетовым после революции, можно назвать дом для служащих Южной железной дороги на улице Евгения Котляра, в то время Красноармейской, и жилой дом «Индустриальный профессор» на улице Багалея, на то время Фрунзе. Верный своему принципу архитектор должен разговаривать только с пером и логарифмической линейкой в руках. Бекетов упорно и плодотворно работал до конца жизни. Тяжело больной, он умер 23 ноября 1941 года в оккупированном немцами Харькове. Его последней работой был конкурсный проект памятника Алишеру Навои для Ташкента. Внуком Алексея Бекетова является Федор Семенович Рофе-Бекетов. Умер 28 апреля 2022 года, доктор физико-математических наук. А правнучка Елена Рофе-Бекетова – известный общественный деятель и активистка. Среди учеников Алексея Бекетова было много архитекторов, впоследствии ставших известными и продолживших традиции своего наставника. Алексей Бекетов активно интересовался культурной жизнью Харькова, поддерживал развитие искусства и науки. Хотя Алексей Бекетов был более известен как архитектор, он также рисовал картины и вместе со скульптором Иваном Андреолетти создал памятник Василию Каразину, который по сей день стоит у главного корпуса ХНУ имени Каразина. Сейчас представить себе центр Харькова без зданий бекетовских невозможно. Несмотря на войны и разрушения, значительная часть сооружений, созданных архитектором, сохранились и ныне являются памятниками архитектуры. В городе в его честь названы станция метро, улица и учебное заведение, а также установлены несколько памятников. Алексей Бекетов оставил после себя огромное архитектурное наследие. Считается одним из самых известных создателей харьковской архитектуры и одним из самых выдающихся архитекторов Украины.